Как вырастить розу из черенка. Всем привет! Вы на канале Чертог мастеров. Как посадить розу из черенка и ухаживать за ней – полное руководство. Кто из нас не восхищался великолепными розами, часто украшающими городские скверы, бульвары, площади и парки? Благоухающие ухоженные цветники радуют глаз горожан и приезжих на протяжении всего лета. Ну а если вам западет в душу какой-то сорт, которого вы не найдете в продаже, заполучить любимый цветок для своей усадьбы можно не только в магазине. Просто запомните точное место, особенно приглянувшегося куста роз, и весной, когда придет время черенкования, аккуратно в рамках весенней обрезки позаимствуйте веточку, которую можно будет поделить на пару черенков. Черенки роз, растущих в парке, превосходно приживаются при условии грамотной подготовки черенков к посадке. Черенковать кустовые розы лучше всего поздней весной, во второй либо третьей декаде мая, когда окончательно установится на улице теплая погода. Это не значит, что нельзя нарезать черенков в другое время. Вполне допускается срезать черенок, например, летом. Только для этого желательно выбирать не жаркий день. И даже если наступит осень, тоже можно срезать черенок редкого сорта, если вы не уверены, что такая возможность будет весной. Но с приходом октября окно возможностей в силу прихода холодов закрывается, и для следующей попытки получить посадочный материал розы путем черенкования нужно дождаться весны. Срезаем черенок розы грамотно. Для укоренения необходимо использовать исключительно свежесрезанные черенки. Для срезки такого черенка нужно выбрать крепкий побег. Тот, который еще молодой, но уже одревесневает. Черенок кустовой розы обрезают, отступив от основания побега 15-20 см. Именно такой должна быть длина черенка. Можно вырезать черенок такой длины и из средней части побега. Главное, чтобы толщина подготавливаемого черенка составляла примерно 0,8 см, и на нем были 4 сформированные почки. Верхний срез черенка должен быть горизонтальным, делают его над верхней почкой. Угол нижнего среза, располагающегося под самой почкой, должен составлять 45 градусов. После срезки черенка с нижней его части необходимо удалить распустившиеся листья, а также шипы. На черенке следует оставить 2 верхних листика, да и те обрезать наполовину. Совсем без листьев черенок оставлять категорически нельзя. Для резки можно использовать секатор или садовый нож. Важно, чтобы выбранный вами режущий инструмент был очень острым, тогда он при нарезке черенков не замнет нежную молодую древесину. После нарезки черенки следует незамедлительно продезинфицировать, для чего нижние кончики черенков помещают в раствор марганцово-кислого калия насыщенного малинового цвета. Верхний срез у черенка также необходимо обработать. Запечатайте его при помощи садового вара либо воска. Ждем образования корней розы. Следующий этап подготовки черенков к посадке – стимуляция корнеобразования. Для этого нижний срез черенков ставят в раствор, содержащий биостимулятор роста, ускоряющий образование корешков. Стимулирующие прорастание корней субстанций могут стать растворы алоэ, а также специальных препаратов – циркон либо корневин. Также можно использовать медовую воду, которая получается путем разведения 2 чайных ложек меда литром обычной питьевой воды. Эффективным оказывается и дрожжевой экстракт, который состоит из 100 граммов дрожжей, литра воды и столовой ложки сахара. Спустя примерно полмесяца на черенках образуются вполне жизнеспособные корешки, которые нужно аккуратно высадить в открытый грунт. Сверху их накрывают стеклянной банкой или пластиковой бутылкой, у которой предварительно срезают верхнюю часть с горлышком. Под такими укрытиями, предназначенными для поддержания необходимого уровня влажности воздуха, укореняющиеся черенки держат до появления 2 новых полноценных листочков. Когда на улице особенно жарко, емкости не снимают, а накрывают от солнца бумагой или белым укрывным материалом. Преимущество черенкования как универсального способа размножения роз. Многие цветоводы считают, что розы путем черенкования размножать лучше всего, и на это мнение есть основание. Если срезка черенка и его укоренение проведены грамотно, то выращенные из такого посадочного материала корнесобственные розы будут иметь перед привитыми растениями ряд преимуществ. Они заключаются в том, что выращенные таким способом розы никогда не перерождаются в обычный шиповник, используемый, как правило, в качестве подвоя для разнообразных сортов этих прекрасных цветов.
Розы, полученные черенкованием, гарантированно сохраняют весь набор сортовых признаков родительского сорта, размер и форму цветков, их окраску, аромат и тому подобное. Для корнесобственных роз характерна отличная приживаемость, она превышает 85%, а также более высокая устойчивость к болезням и к морозам. Метод черенкования универсален, им можно размножать розы разных видов – кустовые и миниатюрные, плетистые и почвопокровные, фолиантовые и даже отдельные чайно-гибридные розы. И даже если где-то в поездке, например в отпуске, вам очень понравится какая-то роза и будет возможность получить ее черенок, есть способ доставить посадочный материал домой. Поможет в этом обычная сырая картофелина средних размеров. В нее нужно воткнуть острый нижний кончик черенка, затем картофелину с черенком поместите в бумажный пакет, который оберните пленкой, заранее прорезав в ней отверстие. Упакованный таким способом черенок хорошо хранится при температуре 2-3 градуса Цельсия. Посадка черенков в грунт без предварительного проращивания. Не обязательно выдерживать срезанные черенки розы в растворе, стимулирующем образование корней. Можно посадить черенки сразу в грунт, высадив их в отдельные контейнеры или горшки, или же поместить их для укоренения на тепличную грядку. Почву на такой грядке предварительно хорошенько проливают водой до такой степени, чтобы почва достигла кашицеобразного состояния. В эту плодородную кашицу заглубляют черенки острым концом так, чтобы над землей остались две верхние почки. Укореняться черенки роз должны при температуре воздуха, составляющей 25-26 градусов тепла. Чтобы усилить парниковый эффект и создать необходимый микроклимат для укоренения высаженных черенков, над ними сразу устраивают импровизированные купола из стеклянных банок, либо обрезанных прозрачных бутылок из пластика. Землю на грядке с саженцами необходимо постоянно поддерживать во влажном состоянии. С появлением на черенках молодых листочков установленные над молодыми розами укрытия убирают. В первое время растения нужно не только поливать обычным способом под корень, но и опрыскивать водой появившиеся листочки, используя для этой цели пульверизатор. По такой технологии розы выращивают многие. Если точно следовать рекомендациям, то обязательно добьетесь успеха и пополните коллекцию цветов красивой розой. Как дать вторую жизнь розам из букета? Когда мы получаем красивый букет роз, то не устаем любоваться красивыми цветами и в то же время жалеть, что через неделю или две они увянут и будут выброшены. Если вы испытываете подобные чувства, то можете попробовать дать вторую жизнь срезанным для букета розам. Как это сделать? Для начала нужно полностью погрузить букет в чистую воду и дать тканям срезанных стеблей напитаться влагой. Если розы очень длинные, то поместите их в ванную. Для невысокого букета можно обойтись и ведром. Качество черенков из букета будет ниже, чем свежесрезанных. Это надо учитывать при нарезке черенков и выборе их длины. Букетные черенки заведомо слабее, чем те, что нарезаны с куста. Но их нужно делать короче, длиной примерно 10 см. Что касается числа развитых почек на черенках, то и речи быть не может о 4. Количество почек сокращают до 2. Черенки нарезают из середины стеблей. Острым ножом или секатором их обрезают таким же образом, как и при срезке с куста. Верхний срез делается горизонтальным, нижний выполняют под углом 45 градусов прямо под нижней почкой. Успешно пустить корни черенки из букета могут только в грунте, который должен постоянно оставаться влажным. Велика вероятность того, что при попытке стимуляции корнеобразования в воде с ослабленными черенками не хватит сил на прорастание. В грунт черенки сажают строго вертикально, а не под углом. Нижняя почка при этом оказывается в земле, а верхняя остается над почвой. В этом случае также обязательна установка стеклянного или пластикового укрытия, которое не снимают до появления на черенке пары-тройки молоденьких листочков. Дальнейшая агротехника розы, выращенной из стеблей букета, ничем не отличается от той, черенок которой срезан с куста. Особенности осеннего черенкования розы. В обычных ситуациях едва ли какому-либо цветоводу придет в голову заниматься черенкованием роз осенью. Но если вдруг вам удалось в эту пору раздобыть черенки редкого сорта, то стоит попробовать сохранить их в рабочем состоянии до весны. В этом и заключается особенность осеннего черенкования этих цветов. Черенки не укореняют сразу, потому что зиму они, скорее всего, не переживут. Заготовленные черенки просто консервируют до весны.
Для этого необходимо выбрать на участке укромное место, которое в зимний период покрывается большим сугробом. На этом месте прикопайте драгоценный посадочный материал, полностью засыпав его землей. Сверху над черенками обустраивают теплую подушку из сухой листвы и елового лапника. Прикопанные черенки категорически запрещено поливать. Весной, когда снежный покров почти сойдет, черенки выкапывают и рассаживают либо в общий ящик, либо в отдельные горшки. Затем, как обычно при укоренении черенков, обеспечьте прозрачное укрытие каждому из них. Затем оставьте для укоренения, установив емкости посадочным материалом в теплом помещении. Как ухаживать за высаженными в открытый грунт укорененными саженцами? Саженцами роз, выращенными из черенков и высаженными в открытый грунт, нужно помочь адаптироваться. Поэтому с момента, когда под прозрачными укрытиями, банками и пластиковыми бутылками появятся новые полноценные листочки, это должно быть стать сигналом к началу приучения растений к жизни без защитного купола и комфортного микроклимата. Каждый день нужно снимать укрытие, проветривая таким образом молодые растения. Первые проветривания должны быть короткими. Для начала достаточно будет снять укрытие всего на несколько минут. С каждым следующим разом интервал проветривания следует увеличивать, пока не настанет время полностью избавить молодые розы от укрытий. Укоренившиеся из черенков саженцы можно подкармливать слабоконцентрированным раствором азотных удобрений, поливая им растения не чаще 2 раз в месяц. Когда пролетит лето, а затем и теплая ранняя осень и придут холода, укорененные розы нужно утеплить на зиму. В качестве сухого укрытия вполне можно использовать плотные картонные коробки. Их устанавливают над растениями, а поверх засыпают тем, что окажется под рукой – соломой, скошенной травой, листвой. Под такой теплой подушкой розам зимовать будет комфортно и безопасно. В таком виде растения оставляют до весны. По весне коробки снимают и проводят ревизию укорененных роз, оценивая их состояние. Те растения, которым не удалось перезимовать, удаляют. За оставшимися ухаживают, как обычно, обеспечивая регулярный полив. Он не должен быть частым, может быть только в первый год, после посадки допускается слегка увеличить частоту. Обычно же розы поливают не часто, но обильно, примерно раз в неделю, а то и реже. Если стоит сильная жара, интервал между поливами сокращают до 5 дней. Поливать нужно водой не из водопровода, а теплой, хорошо отстоявшейся. По мере роста молодые кустики нужно окучивать и удобрять. Можно использовать специальные удобрения для роз – глорию или покон. Когда подросшие кустики выбросят по первому бутону, не давайте им расцветать, обязательно удалите. Это нужно, чтобы дать растениям окрепнуть. Они оценят вашу заботу и в скором времени будут радовать глаз пышным цветением. Если же вы не готовы к самостоятельной подготовке посадочного материала или не располагаете временем для этого хлопотного занятия, приобретите в питомнике привитые саженцы районированных сортов. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.